Но тут какая заковыка получается. Столбиков у меня 30, а рядов 28. То есть разница на 2. У кого-то будет другое количество расхождения. Поэтому вы рассчитайте. Вот, значит, я должна убавлять столбики. Вот поэтому я говорила, вяжите плотнее, чтобы разница была небольшая. Ну, у кого как получится. Значит, разницу этих столбиков надо убрать. Вот, сейчас я, значит, нахожусь над последним столбиком. И во второй захожу. Один убавила. Так, теперь я должна зайти вот сюда в угол. Вот так соединить. И дальше захожу под петлю. Здесь у меня они уже, вот здесь у меня уже соединены, значит захожу в следующий. И провязываю соединительную петлю. Захожу под следующую петлю верхнюю. И за следующий столбик. Вот здесь видно, что мы соединили, значит за этот столбик. Почему я захожу за столбик, а не за изнаночный ряд? Если будете за изнаночный соединять, у вас будет отверстие. Значит, вот так за столбик. Как делать убавление? Вот где столбики у нас. Заходим под петлю. И 2 следующих берем вместе. То есть мы подгоняем, чтобы у нас количество совпало. Вернее, чтобы у нас углы совпали. Вот здесь. Поэтому через определенные промежутки провязывайте по 2 столбика вместе. Вот как сшито на лицевой стороне. Так, теперь берем следующую часть. Берем вот следующий прямоугольник. Ну вот он. И будем сшивать с этой стороны, вот эти 2 стороны. Так складываем. И точно так же делаем расчеты и сшиваем. После того, как вы этой ниткой довяжете до конца, нитку придется обрезать. Потому что дальше вы будете сшивать эту сторону и эту. Вот так. Видите? Нитку придется обрезать. То есть за один раз вы можете соединить только вот 2 отверстия. Потом вы переходите опять к этой части и начинаете сшивать отсюда. И следующую берем и сюда. То есть тоже 2 отверстия вы сошьете. Опять нитку отрежете и сошьете последнее отверстие, одно. Ну, я думаю, что это уж сложности не представляет.
Итак, сшиваем постепенно, не спеша. Главное, сделайте внимательно расчет, чтобы у вас полотно не тянуло вот здесь. Равномерно сделайте расчет на убавление. И все получится у вас. Итак, сшила я по изнаночной стороне все отверстия. Нитки можно так оставить, но закрепите как следует. Вот, нитки остались. Значит, если мы вывернем на лицевую сторону, вот у нас так получается. Если у вас здесь не очень аккуратно сделано, вы не переживайте. Мы сюда будем делать украшение. Оно закроется. Пуговицу сюда свяжем. Дальше посмотрите. Теперь, значит, вот у нас в начале, когда мы в самый первый вязали прямоугольник, нитка осталась. Я говорила, не отрезайте. Вот хвост начала у нас и вязали. Теперь мы будем сшивать точно так же. Опять же складываем лицевой внутрь. И опять подгоняем количество рядов и количество столбиков. Все делаем точно так же, как и здесь. Когда вы все части свяжете здесь, вы последнее отверстие, наверное, не сшивайте, а выверните на лицо. Вот у вас уже здесь будет все сшито. Вот это сшито. Сейчас соединим, это сшито. Это. Так. И вот одна часть какая-то сшита будет. И останется вам сшить последнюю часть. Все. Это вот сшили на изнаночной стороне. Выворачиваете на лицевую сторону. Так. Значит, это сшито все у нас. Берете наполнитель и набиваете. И последнюю вот эту часть сшиваете по лицевой стороне, но аккуратно, как я вам показывала. Значит, я сейчас сошью по изнанке, ставлю отверстие и покажу, что делать дальше. Ну что ж, вот я сшила эту подушку. Вот последний шов у меня пошел по лицевой стороне. Ну, вы сами понимаете, что этого не избежать. То есть все швы у нас с изнаночной стороны, а один в любом случае останется с лица. Как я сшивала? Тоже крючком, то есть цеплялась за тунисский столбик и на той стороне за петлю. И так сшила. Вот получилось косичкой. Получилось, смотрите, типа звезды. Здесь 5 прямоугольников. С этой стороны то же самое. А вот эти яркие, они сбоку части. Вот они. Вот. Если этот цвет яркий или какой-то другой цвет вы выберете, вы захотите сделать вот здесь в середине, тогда вам нужно начинать вязание с этого цвета, с яркого. Вот здесь первый треугольник. И они все пойдут этим цветом ярким, ну, который вы выбрали. Вот. И этот же цвет пускаете вот здесь.
И тогда у вас вот эта середина будет другим цветом. Ну, как видите, и я чувствую, что на 30 столбиков, вот 30 столбиков и 28 рядов подушка такая приличная. Ну, для меня больше и не надо. Теперь нам нужно закрыть эту серединку, вывязать какое-то украшение, пуговицу. Ну, у кого на что хватит фантазии. Я связала вот такую пуговицу. Я ее сюда прикреплю. Нитку оставила длинную, чтобы потом иголкой вот эту нитку провести на другую сторону и соединить точно с такой же пуговицей. И вот так у меня получится. Значит, я ее связала на белосинтепухом тоже. Сейчас я вам буду показывать. Вот. Потом оно стянется немного. Теперь мы с вами свяжем вот такую пуговицу. Вязать буду вот по этой схеме, по шестерке. Делаем скользящую петлю. Крючок набрасываем. И вывязываем еще одну воздушную. Провязали столбик без накида. Опять набрасываем. Это будет 2, 3, 4, 5, 6. Значит, пуговицу эту я вам покажу полностью, потому что меня смотрят не только вязальщицы, которые давно вяжут и знают, как это вязать, но и начинающая молодежь. Ставим маркер ниточный. Заходим под самую первую петлю. Набрасываем крючок. Вывязываем 1. И в эту же петлю 2. 2. Под следующую тоже 2. Это будет 3. И сюда же 1 еще. 4. Сюда 2. 5. 6. 7. Сюда же 1. 8. И сюда 2. 9. 10. И вот где маркер, 11, 12. Так, ставим маркер опять. Под первую петлю вяжем 1 и сюда же 2. А под следующую только 1. Это уже 3. Опять 2 сюда. 4. 5. Сюда 1. 6.
Сюда 2. 7. 8. Сюда 1. 9. Сюда 2. 10. 11. Сюда 1. 12. Опять 2. 13. 14. Сюда 1. 15. Сюда 2. 16. 17. И где маркер? 1 столбик. Так, закончили мы третий ряд. Вот здесь было 6. Затем в каждую петлю по 2. 12. И здесь добавили еще 6 столбиков. 18. То есть мы с вами вяжем вот по этой схеме. Сначала было 6, потом 12, в третьем ряду 18. Теперь у нас должно быть 24 в четвертом ряду. Так, давайте проверять. Ставим маркерную нить. Так, здесь мы начинали сразу с прибавки. То есть под одну петлю вязали 2 столбика. Но если мы таким путем будем идти, то у нас, видите, уже углы образовываются. Если все время в одном месте делать прибавки, а нам нужно скруглить. Поэтому мы начнем не с прибавки, а со столбиков. В прошлом ряду у нас был 1 столбик, а в этом ряду будет 2. Вот 1, 2. А теперь вяжем прибавку. То есть под одну петлю 2 столбика. 3, 4. Сюда по одному. 5. Под следующую петлю 6. А сюда 2. 7. 8. Опять по одному. 9. 10. Сюда 2. 11. 12. И так дальше вяжем по кругу. Опять 1, 1, а сюда 2. И опять 1, 1, а сюда 2. Значит, в этом четвертом ряду у вас будет 24 столбика без накида. Заканчивать вы будете вот под эту петлю, где маркер, 2 столбика без накида. Дальше вяжите самостоятельно. Так, закончила я четвертый ряд, в нем 24 столбика без накида. Вяжем пятый ряд. В пятом ряду у нас должно быть 30 столбиков без накида. Под первую петлю вяжем 1 и сюда же второй. И теперь вяжем 3 столбика под каждую петлю по одному столбику. 3, 4, 5. Под следующую петлю 2 столбика. 6,
Сюда же 7. И в 3 петли по одному столбику. 8, 9, 10. И так вяжем по кругу. И в этом ряду у вас должно быть 30 столбиков без накида. Так, закончила я 5-й ряд, в котором 30 столбиков без накида. Шестой ряд вяжем. Шестой ряд мы начнем со столбиков. Провяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Под каждую петлю по одному столбику. 1, 2, 3, 4. А под эту петлю 2 столбика. 5. И сюда же еще один. 6. Опять 1, 2, 3, 4 по одному столбику. Это будет 7, 8, 9, 10. А сюда 2. 11, 12. Итак, вяжем по кругу. И в этом ряду у нас с вами будет 36 столбиков без накида. То есть в шестом ряду, вот если сюда шестерочку поставить, а сюда прибавить 6 столбиков, получится 36 столбиков без накида в шестом ряду. Вот так себя можно проверить. Все, дальше вяжем до конца ряда. И вот сюда у вас будет в последнюю петлю 2 столбика без накида. 1 и 2. Так, закончила я шестой ряд, в котором у меня 36 столбиков без накида. Вот, как я говорила, в последнюю петлю 2 столбика. Вытаскиваем, переставляем нитку. И в этом ряду мы ничего не добавляем. Вяжем просто по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и так далее до конца ряда. То есть последний 36-й столбик у вас попадет как раз вот в это отверстие, под эту петлю, где у вас нитка. Так, провязала я ряд, ничего не прибавила. То есть мы получили высоту. Вот последний 36-й столбик как раз попадает в петлю, где маркер. Дальше что делаем? Предыдущий ряд мы вязали 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Прибавка. Здесь у нас было 2 столбика. Сейчас будем вязать наоборот, убавлять. Берем за переднюю полупетлю 1 и 2. Набрасываем нить и протягиваем 1, а дальше под каждый
петлю, столбик 1, 2, 3, 4. Значит, 1 провязали, 2, 3, 4, 5. Опять 2 петли берем вместе за передние стенки. Провязываем вместе 6, 4 вяжем столбиком по одному под каждую петлю. 1, 2, 3, 4. Так, 6, 7, 8, 9, 10. Опять 2 петли вместе. Одиннадцать. Раз, два, три, 4. 12. 13. 14. 15. И так вяжем по кругу. И в этом ряду у вас должно быть 30 столбиков без накида. То есть мы идем на убавление. Так, следующий ряд будем вязать тоже с убавками. Там у нас было 4 столбика в каждую петлю. Здесь будет 3. 1, 2, 3. Вяжем 1, 2, 3. Делаем убавку. 2 петли вместе. Четыре. Раз, два, 3 по одному столбику. 5, 6, 7, 2 петли вместе за переднюю петлю, полупетлю. 8. Опять 3 столбика. 1, 2, 3. 9. 10. 11. 2 петли вместе. За полупетли берем. 12. И так вяжем по кругу. И здесь у нас будет 24 столбика без накида. Так, закончила я ряд. И теперь мы вяжем 2 столбика убавка. 1, 2 и убавка. Берем за полупетли передние. 3. Опять 2 столбика. 4. Под следующую петлю 5. 2 петли вместе, за полупетли берем. 6. Опять 2 столбика. 7.
8, 2 полупетли вместе, 9. И так вяжем до конца кругового ряда, до маркера. Закончила я ряд, и в этом ряду у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Дальше следующий ряд вяжем. Маркер переносим. Можно вот так пополам свернуть, чтобы удобнее было. Вяжем один столбик. Это будет 2. Опять один провязываем. 3. И 2 вместе. 4. И так вяжем по кругу. И в этом ряду у нас должно получиться 12 столбиков. В принципе, вот эту часть, вторую, она у вас будет вот так. И вот здесь вяжите так, как вам удобно. Она все равно, эта часть не будет видна. Так, значит, в этом ряду у нас с вами 12 столбиков без накида. Теперь мы что делаем? Нитки уберите в сторону. Берем синтепух и наполняем. Ну вот, я наполнила синтепухом. Много не набивайте, без фанатизма. Так мини-боли, чтобы держала форму. Ну и теперь, как я говорила, здесь вязать тяжеловато. Вяжите обычными убавками, столбиками. Раз. Под следующую петлю 2. Можно вот так их провязать, но они будут торчать. Я уже пробовала. Вот так, раз. Два. И вот так протягиваем. Эту петлю. Вот так. Так они не торчат. Так, опять раз. И второй. И эту петлю протягиваем. Вот так. И так мы уменьшаем отверстие. То есть у вас должно получиться 6 столбиков без накида. Ну вот, я практически закончила. Значит, как я говорила, у одной пуговицы нитку оставьте подлиннее. А у второй пуговицы нитку можно покороче оставить. Вытянули. И вот эти петли собрать. Так, раз. Два. По кругу. И потом стянуть. Ну вот я собрала. Теперь
подтянем аккуратно, чтобы нитка не порвалась. И можно завязать узел. Так, теперь берем иголку. И вот этот хвост убираем внутрь, несколько раз прокалываем. Пока вы пуговицу не стягивайте. Старайтесь попасть в то же место. Ну вот, пуговица наша готова. И теперь вот этот хвост можно спокойно отрезать. А здесь хвост остается. Теперь вот от этой пуговицы, где длинный хвост, вставляем хвост в иглу. Так, берем подушку и стараемся попасть в центр. И с другой стороны тоже вывести в центре. Вот, вывели. Теперь берем эту пуговицу. Ну, эту нитку я еще не отрезала для подстраховки. Вот и в центр. И теперь стяните немного. Ну, это уже вам решать, сколько стягивать. Можно посильней, можно не очень сильно. Вот смотрите, какую форму примет ваша подушка. И выводим наизнанку. И так делаем несколько стежков. И закрепляем потом. А вот такую подушку-игольницу, то есть для игл, я связала из остатков пряжи. Осталось сюда связать серединку. Вот я решила сделать вот таким цветом. Сейчас я вам покажу, как это вяжется. Теперь с вами свяжем точно такую же серединку, центр. Делаем скользящую петлю. Так, вяжем петлю подъема. 1 столбик, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо немного стяните, но оставьте отверстие. Мы сюда будем вязать. И под петлю подъема соединяем. Теперь заводим крючок вот сюда в центр.
вытягиваем и провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И соединяем. Теперь за этот хвостик стягиваем еще. Но смотрите, чтобы у вас нитка не порвалась. Так, стянули почти. Так, стянули. И теперь этот хвост выводим на изнанку. Вернее, на лицевую сторону. Вот здесь мы вязали, лицо было. Теперь вот лицевая сторона вот эта будет. Так, я пробовала, если оставлять хвост и потом стягивать, то этот хвост должен идти от центра. И тогда получается, что при сшивании вот эта серединка, она перекашивается. Поэтому я решила, ну вы там сами уже посмотрите, я решила, значит, нитку тоже отрезаю. Так, здесь завершаем. Сюда выравниваем. Вот. И хвосты вот этот хвостик последний вводим в середину. Так. И обрезаем, чтобы они не выглядывали. А теперь берем нитку, иголку и сшиваем по центру. Вот теперь серединка перекашиваться не будет. А если бы мы оставили хвост, он бы тянул. Ну, вы расправите тут, посмотрите, как, чтобы лежало аккуратно, менее более. Вот, и сшиваем. Ну, вот так у меня получилось. Может быть, кто-то поинтереснее сделает, посимпатичнее. Значит, тут все зависит от ниток. Что хотела сказать. Как вы помните, мы начинали вязать вот с этого прямоугольника. И этот прямоугольник будет находиться с этой стороны или с этой. А вот этот второй прямоугольник будет проходить по центру. Поэтому вы определяетесь, каким цветом вам вязать серединку. Определитесь. И какими цветами вязать боковушки. Эту часть и эту. Вот, я распределила таким образом. То есть, вот эта зеленая часть у меня идет в
прямоугольнике под номером 2. Ну и как вы понимаете, это подушка для иголок. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.